Снова здорово, это рисунки ваших пожеланий с комментариев. В таком гениальном симуляторе художника, как... Such art. С не менее шикарной физикой этой игры, где можно увидеть, как растение бесконечно качается в своих листьях. На швабре можно спокойно стоять, а вместе выдачи холстов провалиться сквозь текстуру. Но суть ролика не об этом. Сейчас, кстати, мы к ней приступим. Скажу сразу, то большинство запросов были банальные, и все это можно просто найти в интернете. Но я все равно нарисовал все, что было в комментариях. Я потратил 1,5 дня для рисовки сия творчества на холстах. Давайте посмотрим, что у меня вышло. Я бы мог сделать какой-нибудь интро наподобие старой рубрики Федора Комикса, но мне лень, я не умею пить. Но для начала надо приготовить место рисования. Ну, приступим. Давайте начнем с чего-нибудь легкого. Например, с комментария «Попробуй нарисовать бильярд в стиле Майнкрафта». Недолго подумав, я приступил к делу, ведь стиль Майнкрафта — это мой самый первый стиль на канале. Ага, да, конечно. Основой стал обычный параллелепипед окраской светло-коричневого цвета на плоском блюде. Что вы хотели? Я вот никогда не видел беляшей в мане, пришлось что-то самому выдумывать. Ну, в принципе, данный запрос был по-своему чем-то прекрасен, как я думаю, ведь я не нашел нигде картинку кубического беляша. Но идем к следующему комментарию. Запрос. Нарисуй рыбу-кота. Данный запрос мне напомнил стикер из ВКонтакте, где кот был с хвостом рыбы. Но мне не хотелось его повторять, поэтому я поменял местами туловище с головой, и вот что у меня примерно получилось. Однако, упор-то вышло, ничего не скажешь. Кстати, после каждой картины мне надо делать уборку в мастерской, поэтому время чистки. Фак. Ладно, пофиг. И теперь можем приступать к следующей картине. От пользователя ОХ, и это не оскорбление, я получил такой запрос: голубой Пепе. Вкратце скажу, что Пепе — это рисунок зеленой грустной лягушки. Я понял, если бы меня попросили нарисовать Пепе радостным, но голубым это уже перебор. Но делать нечего, я сделал. И как ни странно, мне нравится эта картина, может я сделаю из нее огромную композицию, но это потом. А сейчас у нас запрос: нарисуй гитару. Это мог бы быть самым банальным пожеланием, если бы я сам себе не усложнил жизнь и нарисовал гитару в виде паука. Я когда-то давно увидел гитару, похожую на насекомое, и мне захотелось что-то подобное нарисовать. У этой гитары левая сторона немного кривая вышла, но не суть важна. Для гитары я применил впервые технику градиента, которая работает очень криво, что мне испортило всю картину. Но если у меня будет DR, вы знаете, какую гитару мне дарить. Стражик попросил меня нарисуй фараона. Так, стоп. А кто это? Ты кто такой? О, вот эта версия меня более устраивает. Вот это я буду рисовать. Так, а на чем бы мне рисовать правителя фараона? О, точно. Так как это правитель Древнего Египта, а рисовали они все на камнях, я тоже решил повторить традицию и нарисовал фараона на деревянном круглом слэбе. Получилось кривенько, но не сказать, что рисовать мышкой было просто. Тем более без каких-либо линеек, скетчей и так далее. И это снова время чистки. Давайте все уберем здесь. И надо не забыть вынести ведро, кстати. Берем ведро.
Фак, зависло. Ой. Фак. 10 новое. Нарисуй мотомото, отчаянно писал Владимир. Но отчаяться тут нечего, я все равно его не рисовал. Ведь один мотомото у меня уже есть в Корелии. Да, это про тебя, Вова. Ну и два последних запроса было: нарисуй битву Путина против Дио и нарисуй Дио. Я нарисовал эти два запроса, я бы сказал, что эти два запроса, над которыми я мучился часами. Но давайте сначала посмотрим на Дио, идущему к Путину. Вроде все красиво, пока не посмотришь на Путина. Ведь мне было немножко лень рисовать. Сейчас я вам покажу картину, которая чуть-чуть лучше всех остальных, ведь она более проработанная и продумана до мельчайших деталей. Конечно, не дофига косяков, но я старался. В общем, смотреть, как я мучился. Ну что ж, давайте покажу свою галерею. Вот это все картины, которые я успел сегодня нарисовать. И я думаю, что вышло красиво. А как думаете вы? Ух, рисовать таки было интересно, но чего-то не хватает. Как я знаю, Федора Комикса был свой стиль рисования, поэтому за ним будет интересно следить. А у меня, как видите, стиль анима. Поэтому давайте попробуем оторваться тем, что вы будете на этот раз писать километровые текста, чтобы каждая деталь была продумана. Я хочу, чтобы ваши запросы были в коей мере смешными, а не просто какая-нибудь вещь. Ну а еще у меня мастерская в игре выглядит как-то по-бомжатскому, без каких-то либо рисунков. Давайте продолжить идею, как украсить хотя бы эту дверь между комнатами. Я пробую реализовать. Могу, например, подкинуть идею сделать открывающийся рот. Но я хочу видеть ваши идеи. Ну поэтому я жду ваши комментарии и ваши идеи для следующих рисунков. Еще хотелось бы сказать, что поставьте этот долбанный колокольчик. Я задолбался уже заходить в ВК и говорить друзьям то, что у меня вышло новое видео. Все, давайте.